Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Здравствуйте, все участники, которые нас видят, слышат в интерактиве. Напишите, пожалуйста, как нас видно, слышно. Ну что ж, тогда мы начинаем. Сегодняшняя наша тема будет посвящена рассмотрению вопроса одиночества. Но не просто одиночество, когда вы одни, а одиночество такого порядка, когда вы встречаете свою родную душу, но вы не можете воссоединиться, вы не можете быть вместе, и даже ваше общение, оно очень ограничено, либо вообще сведено к самому минимуму. То есть вас разделяют расстояние, вас разделяют различные препятствия, которые не дают возможности полноценного общения. Это не редкий случай, к нам достаточно часто обращаются именно с этим вопросом, что делать, когда я не могу воссоединиться со своей родной душой, мы не можем видеться, мы не можем встречаться, мы даже не можем полноценно общаться, допустим, в интернете или по телефону. Что в этом случае делать? Как себя вести? Стоит ли отказаться от этой любви? Стоит ли это понимать так, что, как говорится, еще не время, или, может быть, это не мой человек, ну и так далее. Возникает достаточно много вопросов. И это не просто вопросы от ума, а это вопросы очень часто кричащие, это вопросы от всей души. Когда душа страдает, она испытывает боль, она испытывает страдания от того, что невозможно воссоединение, невозможно общение. И вот сегодняшняя наша встреча будет посвящена именно такому случаю, когда происходит именно это. С чего стоит начать? С того, что определить, какие есть варианты, какие есть самые распространенные варианты, причины, по которым вы не можете воссоединиться со своей родной душой. Нам часто пишут, что встречают свою родную душу в просторах интернета, и сразу же возникает это удивительное, феноменальное взаимодействие, удивительное понимание. Люди на расстоянии сколь угодно большое, в несколько тысяч километров, неважно какое расстояние, они чувствуют души друг друга, и они совершенно четко, безошибочно определяют, что это моя родная душа. И когда обращаются с таким вопросом, мы в индивидуальной работе разбираем, как и что у вас происходит, какое общение, какое взаимодействие. Чаще всего выясняется, что это действительно ваша родная душа. И дальше возникает вопрос, что с этим делать? Как нам возможно дальше поддерживать контакт, как нам возможно воссоединиться. То есть человек находится в другой стране, то есть невозможно приехать к человеку в эту страну, скажем проще, да? Не получается, объективно никак. Что в этом случае делать? Достаточно быстро возникает вопрос, может быть, отказаться от этой любви, может быть, отказаться от этой связи, прекратить общение. Там дальше мы уже разбираем подробно, стоит ли это делать, не стоит ли это делать. Там уже идут различные индивидуальные нюансы. Итак, первое, это если вас разделяют разные страны, расстояние, очень большое расстояние. Вторая основная причина, по которой невозможно полноценное общение и тем более невозможно воссоединение с родной душой, это когда возникает семейная ситуация. То есть вы встречаете свою родную душу, а он или она женат или замужем. То есть там совершенно объективная, очень серьезная причина, которая препятствует вашему воссоединению и общению. И это, пожалуй, наверное, самый действительно важный и очень ответственный момент. Учитывать то, что у человека есть семья. У человека есть жена или муж, это невозможно обойти.
это невозможно игнорировать. От этого нельзя, вы не имеете права просто так отмахнуться. Это обязательно нужно учитывать. То есть к нам достаточно часто, опять-таки, обращаются именно с такой ситуацией. И очень быстро возникает понимание того, что вы имеете дело вообще с семейным эгрегором. Это реальная, очень мощная энергетическая структура. И далее идет опять-таки индивидуальный разбор ситуации. Будете находиться как бы на одной планете, а ваша родная душа будет находиться на другой планете. И вы будете, условно, конечно, выражаясь, вы будете разговаривать друг с другом вроде бы на одном русском языке, но непонимание будет просто колоссальное. Это препятствие также существенное и вполне объективное, но оно преодолимо. Нужно будет только запастись большим терпением и запастись большой осознанностью. Вы должны осознавать, что именно это вас разделяет, и должны будете осознавать, понимать, что вам нужно проделать громадную внутреннюю работу, для того, чтобы сократить это расстояние. Итак, вот эти три основные встречающиеся причины, по которым вы остаетесь в одиночестве, когда встречаете свою родную душу. Итак, еще раз давайте перечислим. Это действительно большие расстояния, разные страны, это семейная ситуация, и это разница в социальном и личностном статусе, социальный или, там, скажем, уровень духовного развития. При первой, второй и третьей ситуации вы остаетесь как бы в одиночестве. Вот почему как бы? Давайте постараемся вместе разобраться. Когда вы встречаете свою родную душу, по большому счету, вы ее встречаете у себя внутри. Вы чувствуете ее у себя внутри. На самом деле это очень просто определить. Когда вас разделяет расстояние или какие-то другие препятствия, вы не имеете возможности общения, физического общения. Тем не менее, вы общаетесь со своей родной душой у себя внутри. Вы делаете это практически каждый день. И в течение дня достаточно много раз. Это настолько естественно, что вы, наверное, даже можете не обратить на это особенного внимания. Но когда вы начинаете общаться внутренне со своей родной душой, у вас начинают происходить удивительные, феноменальные процессы, энергетические процессы, которые приводят к вашему изменению, к вашей трансформации, которые приводят к тому, что вы начинаете внутренне очищаться, вы начинаете меняться, в женщине больше раскрывается женственности, в мужчине больше раскрывается мужественности. При этом я еще раз обращаю ваше внимание, физического общения не происходит, либо оно крайне ограничено. То есть вопрос одиночества становится уже не таким очевидным. Вы, да, физически, на физическом плане вы или одиноки, или разлучены со своей родной душой, но на духовном плане вы едины. И между вами, между вашими душами идет такое тесное общение, что никак нельзя назвать, что вы одиноки. Никак нельзя так сказать. То есть феномен встречи родных душ – это особенные ситуации, которые нельзя рассматривать с точки зрения обычной логики, с точки зрения обычных отношений. Если мы физически не вместе, ну, значит мы вообще и не вместе. Вот при обычных отношениях это справедливо. Но когда вы встречаете свою родную душу, то там все не так. Естественно, понятно, что требуется, буквально возникает громадная жажда общения, воссоединения, побыть вместе, просто посидеть вместе, просто посмотреть друг другу в глаза. Это естественно, это понятно.
Но сегодня мы договорились о том, что рассматриваем такую ситуацию, когда это невозможно. По объективным причинам. Итак, вы выяснили, что да, на физическом плане вы воссоединиться вряд ли сможете. По крайней мере, в ближайшее, так сказать, это обозримое какое-то будущее, несколько месяцев возможно. Может быть, даже 2-3 года. Это будет вряд ли возможно. Очень вряд ли возможно. И перед вами встает вопрос, стоит ли прерывать эти отношения? Стоит ли прерывать это, может быть, даже фрагментарное общение или в интернете, или по телефону? Стоит ли просто вычеркнуть этого человека из своей души? Стоит ли его вырвать оттуда, из своего сердца? Но раз нет физического контакта, раз нет физической возможности быть вместе, стоит ли вырвать его из своей души? Вы можете задать себе вопрос, зачем же эти мучения, время проходит, оно проходит неизвестно куда, неизвестно зачем. Я остаюсь один или одна, ничего как бы не происходит. Так зачем же продлевать эту ситуацию? Вы знаете, каждый такой вопрос отдельный, это всегда индивидуальный вопрос. Я очень часто, и мы очень часто на этом акцентируем ваше внимание. Поэтому на видеовстречах мы не даем таких вот абсолютных инструкций, только так или иначе. Мы говорим только общие направления, какие есть. Так вот, общее направление состоит в том, что если вы чувствуете, если вы осознаете, что это общение со своей родной душой у вас происходит внутри, в вашем сердце, если вы осознаете свои перемены, как вы меняетесь, как меняется ваша жизнь, если вы осознаете, что в этом во всем вы живете, у вас как будто крылья вырастают за спиной, если вы все это осознаете, то ответьте сами себе на вопрос, нужно ли это вообще вам или не нужно. Но раз нет физического контакта, то нужны ли все эти процессы, нужны ли все эти переживания духовного порядка? Вы наверняка 99% того, что вы скажете, конечно, нужно. Конечно, нужно, это прекрасно, это и есть жизнь. Это и есть настоящее переживание жизни. Вы скажете, я чувствую воздух, я вижу небо, я чувствую жизнь вокруг себя, слышу звуки, я осознаю, как каждый день во мне что-то меняется, что-то происходит. Конечно, мне это нужно, скажете вы. То есть ответ он очевиден. Давайте тогда сделаем следующий шаг. Если все это происходит, если вам все это нужно, давайте по большому счету дадим себе ответ на вопрос, а одиноки ли вы при этом? По большому счету нет. То есть ваша родная душа, она у вас внутри, и вы с ней общаетесь. И это общение совершенно реальное. То есть это не иллюзии, не выдумки. Если бы это были просто выдумки, тогда бы не было тех кардинальных перемен, изменений в вас лично и в вашей окружающей жизни, какие происходят при общении с родной душой. Тогда бы не было всех этих перемен. Значит, это не иллюзии, значит, это не выдумки. Значит, это реальные энергетические процессы. Значит, вы не одиноки. Конечно, каждый процесс, он имеет свое начало и свое завершение, и дальше следующий вопрос возникает, а к чему все это приведет, и не может ли так продолжаться вообще всю жизнь, что же всю жизнь оставаться одному или одной, и вот так вот вести только внутреннее общение? Конечно, нет. Вряд ли это продлится всю жизнь с вами. Это продлится определенное количество времени. Вот в течение следующих минут нашей встречи мы будем разбирать этот момент. Следующий вопрос. Как долго это вообще продлится, зачем это нужно и что это может нам принести.
или что, может быть, нам это и не принесет из того, что мы ожидаем. Итак, естественно, что и мужчина, и женщина, которая оказывается в этой ситуации, в ситуации одиночества, и тем не менее в ситуации, когда они чувствуют, переживают любовь, и мужчина, и женщина, они надеются на воссоединение, они надеются на встречу, они надеются на продолжение отношений именно на физическом плане. Они не только надеются, они, наверное, это буквально видят на своем внутреннем экране, они чувствуют это всеми фибрами своей души. Но не всегда, нужно быть честным, не всегда эти надежды оправдываются, не всегда они действительно воплощаются. Но нужно сделать уточнение. Они не всегда воплощаются именно конкретно с этим человеком, о котором вы думаете, что это ваша родная душа. То есть, переходим к следующему. Когда вы остаетесь в этом состоянии единства со своей родной душой, в состоянии истинной любви, и вы это чувствуете в своем сердце, не просто это говорите себе в уме, вот да, я люблю, да, вот я желаю ему всего хорошего, но вы это чувствуете у себя в груди, вы чувствуете там тепло, даже жар, вы чувствуете, как вас переполняет эта любовь, вы чувствуете потребность, необходимость делиться этой любовью. То есть ваши процессы действительно реальные, энергетически реальные процессы. Так вот, когда все это в вас происходит, то настает момент, он обязательно настает, когда в вашей жизни появляется человек, ваша родная душа, и вы уже будете с ним, будете иметь возможность с ним общаться и на физическом плане. Почему так можно и нужно говорить? Это закон, известный, наверное, всем, по крайней мере, всем, кто интересуется духовными практиками и миром духовным, он совершенно понятен и известен. Это закон притяжения. То, что у вас есть внутри, то, что у вас вырабатывает энергию, какого качества энергии у вас вырабатывается, эта энергия и притягивает из окружающего пространства вам те или иные события тех или иных людей. То есть, проще говоря, то, что наверху, то и внизу. Если на духовном плане у вас состоялось единство, у вас произошла любовь, произошло даже воссоединение с объектом своей любви, значит, на физическом плане произойдет то же самое. Просто материальная действительность, материальный мир, он инертен. Он имеет свои законы, здесь свои скорости. Они не такие большие, не такие высокие, как в мире духовном. В мире духовном все происходит за секунды, за доли секунд. В мире материальном все может растянуться на несколько месяцев или на несколько лет. Суть этого процесса, суть пребывания со своей любовью, даже оставаясь в одиночестве, состоит не в том, чтобы, вы знаете, как некоторые говорят или даже сомневаются на этот счет и думают так, что, может быть, все-таки это я тешу себя своей иллюзией какой-то, может быть, я все это выдумал или выдумала. Вот суть состоит не в том, чтобы пребывать в своем иллюзорном мире, а суть состоит в том, чтобы эту вибрацию любви, ее сохранить у себя в сердце. Или то, что еще называют научиться любить. Научиться безусловно любить. И когда вы научитесь это делать, то судьба, Бог вам обязательно даст того человека, который будет вашей родной душой. Я повторюсь, это закон. Это совершенно непреложная вещь. Но если вы будете относиться к этому процессу, как бы сказать, от ума, да, вы будете думать так, ну вот сейчас вот я один, ладно, но я четко знаю, и я стремлюсь к тому, чтобы появился человек, и я вот буду любить для того, чтобы появился человек. Тут появляется элемент некой корысти. Вы как будто бы заключаете сделку с Богом. Хорошо, вы говорите Богу, я сейчас один, я сейчас перетерплю, но ты уж мне, пожалуйста, через годик-два дай вот хорошего человека.
это немножечко не то. Это может, конечно, сработать, но это будет препятствием. Вот любое корыстное желание, корыстный расчет, точнее, он будет препятствовать вашей встрече с родной душой, встрече на физическом плане. С другой стороны, нужно посмотреть на этот вопрос и сказать так: ну, если судьба распорядилась таким образом, что мое воссоединение с родной душой по объективным причинам практически невозможно. Если судьба распорядилась таким образом, что любовь все-таки остается во мне, если получается так, что я даже, наверное, хочу избавиться от нее, может быть, хочу избавиться от нее, но не могу это сделать, она все равно остается во мне. Если все это со мной происходит, то неужели это просто так? Неужели это зря? Неужели это случайно? Конечно, нет. Неужели это наказание какое-то мне? Конечно, нет. Это опять та же самая, давайте возьмем это слово в кавычки, подготовка. Подготовка в кавычках. Своеобразная ваша подготовка к встрече с родной душой. То есть судьба вас подводит к таким людям, к таким обстоятельствам и ситуациям, которые вас подготавливают к этой встрече. Вы нарабатываете определенные навыки, вы нарабатываете определенный опыт, для того, чтобы потом, когда ваша встреча уже произошла, на физическом плане в том числе, вы были уже к этому максимально готовы. На одной из встреч мы уделяли внимание такому вопросу, что если вы встречаете свое близнецовое пламя или родственную душу, у вас проявляются все эти феномены, которые вот описаны при такой встрече, да? Но вы не готовы к этому, ваше сознание не готово к этому, то никакого воссоединения не произойдет. Даже если вы будете жить в одном городе, даже если вас не будет разделять семейные ситуации или что-то еще, что-то вдруг возникнет, что начнет вам мешать воссоединяться, потому что у вас нет внутренней готовности. Такова специфика взаимоотношений родных душ. Это факт. И таких случаев немало. То есть происходит, значит, сейчас я постараюсь рассказать конкретный пример. Встречаются мужчина и женщина, однозначно родные души, они обратились за консультацией, да, выяснили, что это так. Нет объективных препятствий для их воссоединения. У них проходит этап первичного духовного пробуждения, эйфории, любви, единства и так далее. И начинается этап внутреннего очищения. Они к этому морально не готовы, они вообще не знали, что это такое и почему это происходит. И в результате, в течение там нескольких дней, они просто расходятся по разным сторонам. Потому что воссоединение становится невозможным, и такая возникает внутренняя боль, и такие возникают внешние препятствия, что они просто расходятся. И все. На этом все заканчивается. Обратите внимание, до этого никаких препятствий не было. На первичном этапе духовного пробуждения, когда все прекрасно, никаких препятствий не было. Ни объективных, ни субъективных. Наоборот, их как будто бы судьба вместе соединяла. То есть все обстоятельства складывались так, что благоприятствовали их воссоединению. Но как только началось внутреннее очищение, прямо вот первичные такие какие-то моменты, все, тут же судьба развернулась другим боком, и теперь они воссоединиться не могут. Это опять классический пример. Если вы внутренне не готовы, то ничего не произойдет. В этом есть кардинальное отличие от обычных отношений. В обычных отношениях ничего подобного не происходит, как правило. То есть, если вы встретились, и если там между вами разгорелась влюбленность, ну и никаких препятствий нет для воссоединения, ну вы либо начинаете жить вместе, заключаете брак, либо идете по направлению к этому, и как бы никаких особенных проблем в этом нет. Вот у родных душ не так. Если нет внутренней готовности, то возникают вот эти самые препятствия.
Поэтому, по этой причине высшие силы готовят вот такие события в вашей жизни, чтобы вы прошли тот или иной опыт, чтобы вы в той или иной степени очистились, чтобы вы морально подготовились, чтобы когда произошла встреча с родной душой, то вы бы ее ценили в очень большой степени и не разменивались по мелочам. То есть в том, что вы сейчас, возможно, одиноки, есть огромный смысл, как бы это ни было тяжело. Наверное, многим знаком этот период, наверное, многие прошли через такой период. Например, мы проходили через это. И такая ситуация длилась не 1, не 2 месяца, она длилась достаточно долго. Поэтому нам знакомо это состояние одиночества и состояние любви, когда оно присутствует одновременно. Поэтому мы имеем моральное право говорить о том, что это имеет свое значение. Это действительно необходимо человеку. Это тяжелый, но опыт. Это то, что достается нам дорогой ценой, но это то, что нам необходимо, действительно. Необходимо в жизни. На одной из встреч нам задавали вопрос по фиолетовым лучам. Так называется, да? Вот. Или фиолетовое пламя. Розовые лучи там какие-то. Фиолетовое пламя, фиолетовые лучи. Нам задавали вопрос, может быть, возможно, очистка с помощью них и так далее. И мы отвечаем в этом случае всегда так, что в традициях родных душ идет работа с потоком любви. Вот есть фиолетовые лучи, розовые лучи, еще какие-то лучи. Есть поток любви. Когда вы встречаете свою родную душу, он возникает, вы его чувствуете. К сожалению, не все и не сразу начинают осознавать. Это именно как поток энергии. К сожалению, многие воспринимают это просто как сильную влюбленность. Это не совсем так. Сильная влюбленность проходит через несколько недель, через несколько месяцев. Этот поток любви не подвержен времени. То есть там есть кардинальная разница. Так вот о чем речь. Когда вы встречаете свою родную душу, и когда вы остаетесь в одиночестве, ваша задача состоит в том, чтобы держаться в этом потоке любви. Это совершенно конкретный энергетический поток. Это не есть какая-то метафора, это не есть красивый слоган, это совершенно работающее энергетическое явление, будем еще так говорить, да? Уже мы хотим по-разному, с разных сторон это осветить, и вот подбираем различные слова. Совершенно конкретная, работающая энергетическая структура, поток любви. Когда вы остаетесь в этом состоянии, а это очень специфическое состояние, РД-состояние, когда вы встречаете свою родную душу, вы попадаете в него, в этот поток, поэтому все, кто встречал, они знают, о чем идет речь. Так вот, когда вы попадаете в этот поток, просто оставайтесь в нем. Несмотря на то, что вы одиноки. Пусть вас это не смущает. И этот поток любви, он сам сделает всю работу. То есть смысл встречи, вашей встречи с родной душой, состоит именно в этом. В том, чтобы вы оказались в этом потоке, в том, чтобы вы в нем пребывали. И в том, чтобы он вас очистил и трансформировал. Именно в этом смысл, потому что на физическом плане вы остаетесь как бы одиноки. Если же вы по разным причинам выпадаете из потока, из этого потока любви, то
как бы миссия встречи со своей родной душой, она оказывается не завершена. И к нам обращаются и с такими тоже вопросами, и с такой заявкой, что помогите, пожалуйста, дальше разрешить нашу ситуацию. То есть оборвался вот этот поток в силу различных причин, люди вышли из этого потока, но они понимают, что их ситуация не завершена. Она еще далека от завершения. Если вы остаетесь одиноки, и если вы выпадаете из потока любви, вы чувствуете, что будто бы что-то оборвалось, и вы как будто бы, знаете, встали посреди дороги и не знаете, куда идти. И ни вперед, и ни назад, и ни вбок, и здесь не присесть, не прилечь. То есть вы в каком-то подвешенном состоянии, в прострации. И это совершенно верное ощущение, потому что вы дальше опять должны войти в поток любви и пройти все до конца. То есть миссия встречи с вашей родной душой должна быть завершена. Это вы должны знать. И когда эта миссия будет завершена, вы опять это поймете. Это понимается в силу различных косвенных признаков. Какие это признаки? Их может быть несколько. Они разбираются в индивидуальном порядке. Но вы почувствуете это интуитивно, вы будете ощущать, что все, вы уже завершили миссию встречи со своей родной душой. И дальше вам нужно идти каким-то своим путем. И скорее всего именно тем путем, который приведет вас уже и к физической встрече. Вы сможете на физическом плане также воссоединяться. Итак, оставаться в потоке любви – это то, что необходимо знать для того, чтобы просто не прервать не прервать тот процесс, который дан был вам свыше. Вот просто не отказаться от дара. Мы сегодня уже говорили о том, что когда вы встречаете свою родную душу, остаетесь в одиночестве, но внутри общаетесь со своей родной душой, то вы проходите практически все те же самые этапы, как если бы были вместе физически. Это называется внутренний путь. И вот сейчас мы немного поговорим с вами о внутреннем пути. Внутренний путь – это опять-таки не ваши иллюзии, не ваша фантазия, как иногда может показаться. Внутренний путь – это совершенно конкретная и очень эффективная и очень сильная духовная практика. Духовной практикой привыкли называть молитву, медитацию, йогу, какие-то еще широко известные техники. Но вот внутренний путь, когда вы общаетесь со своей родной душой у себя внутри, в своем сердце, не так часто называют духовной практикой. А это именно так. Потому что опять-таки происходят те самые реальные перемены в вас, у вас внутри, в вашей внешней жизни, в вашем физическом состоянии. Происходят те самые перемены, которые показывают, что вы прошли тот или иной этап, что вы очистились, что вы трансформировались. И почему это произошло? Потому что вы общались со своей родной душой у себя внутри. Это и есть внутренний путь. Или иначе еще сказать путь Бхакти. Да, путь Бхакта. Бхакта – это преданный. Если вы почитаете литературу на эту тему, Бхакти-йога, можно почитать Вивекананду, можно почитать других авторов, то там вы найдете очень много описаний того, что вы пережили сами, не будучи знакомы с Бхакти-йогой. То есть вы оказались преданными этому потоку любви, вы оказались преданными своей родной душе, которая у вас внутри, только потому, что она вам настолько дорога, настолько вы любите свою родную душу, что несмотря ни на что, просто остаетесь с ней. Вот это и есть бхакта, преданность. И когда вы делаете этот шаг и становитесь бхактой,
по сути, да, то вы встаете на путь бхакти-йоги, внутренний путь. Бхакти-йогу чаще всего описывают как преданность Богу или какому-то божеству. Вот ваша родная душа, когда она находится внутри, мы имеем в виду в данном случае не физического человека, не его оболочку, а именно то, что у вас находится внутри. Когда вы преданы своей родной душе у себя внутри, вы преданы именно как бхакта. И это очень мощный, очень сильный духовный путь. Это прямой, один из самых прямых путей к Богу. Он самым прямым, самым естественным и, наверное, одним из самых приятных образом доводит вас до Бога. Это путь любви. Путь любви к своей родной душе. Итак, это внутренний путь. Некоторые совершают этот внутренний путь, совершенно его так не называя, как бы не осознавая его таковым. И это правильно. Это, наверное, самый лучший вариант. Потому что зачем вам называть это как-то бхакта, или как-то иначе, или путь тантры, или еще как-то. Для вас самое главное, что вы остаетесь со своей любовью. Что в вас любовь жива. Вот это самое главное. А как этот процесс называть, это не имеет особенного значения. Для чего мы об этом рассказываем? Для того, чтобы у вас было больше осознавания. Для того, чтобы вы не думали о том, что это ваша фантазия. Тем более, для того, чтобы вы не думали о том, что вы вообще сошли с ума. Что с вами что-то произошло, и вы временно, так сказать, вот стали не в себе. Итак, когда вы все-таки остаетесь в потоке любви к своей родной душе, то вы совершенно естественным, спонтанным образом начинаете путь бхакта, путь бхакти-йоги. Это тот внутренний путь, который ведет вас именно к Богу, к источнику любви. Это тот удивительный, спонтанный феномен, который с вами происходит и который просто открывает вам все те истины, божественные истины, о которых вы могли раньше только слышать, читать, или к которым вы, возможно, стремились теми или иными путями, практикуя медитацию, йогу, что-то еще. И вдруг вам теперь это все дается само. Вдруг перед вами все это начинает раскрываться спонтанным образом. Вот настолько прекрасен, феноменален путь родных душ. Вот что может дать одиночество, когда вы на этом пути одни. То есть это уже высший эквивалент того, что вы можете получить, почерпнуть из встречи со своей родной душой, оставаясь в одиночестве, в физическом одиночестве. Это познание божественного, познание источника любви и освобождение. Очень многие обращаются по-настоящему с очень большой проблемой. Это проблема зависимости. Чаще всего это зависимость женщины от мужчины, в силу ее природы. Тем не менее, это то состояние, которое нужно преодолеть. Состояние зависимости, оно не является как таковым естественным для человека. И это не путь преданности. Да, это вот очень важное уточнение. Когда вы зависимы, это не есть преданность. Это просто низкие привязки, которые вас держат, цепляют и не дают вам развиваться дальше. Ни вам, ни вашей родной душе. Это будет мешать вам обоим. Это будет вносить диссонанс в ваши отношения. От зависимости никто не выигрывает. Может со стороны показаться, что если женщина зависима от мужчины, то мужчине хорошо.
он как бы так благоденствует, он пользуется этим и такой вот весь довольный. На самом деле нет. Сколько известно случаев к нам обращаются с этой темой, происходит следующая картина. Мужчина бежит от этой зависимости. Он в физическом, в самом прямом смысле этого слова, он убегает. А женщина в недоразумении, она говорит, я не понимаю, почему так происходит. Нет, то есть я, конечно, понимаю, говорит она, что ему неприятно, мне самое неприятно, но я ничего не могу с этим поделать. Так вот, когда вы проходите путь бхакти-йоги, вы становитесь свободными. Вы познаете истинную любовь, без зависимости. Это не происходит, знаете, таким совершенно как бы таким мягким, приятным, сладким образом. Это происходит через боль. У нас как раз здесь вопрос. Скажите, а как оставаться в потоке любви, если боль очень сильная? На стадии очищения моя родная душа решил прекратить общение. Вот как раз ответ на ваш вопрос. Достаточно частый случай, да, когда на стадии очищения родные души расстаются. Ну, во-первых, нужно быть знакомым с теорией. Вот для этого мы даем видеовстречи, для этого мы публикуем посты, для этого мы проводим в том числе и службы поддержки и так далее. То есть нужно теоретически к этому быть готовым, по крайней мере. Если теоретически к этому быть готовым, то можно уже не удивляться тому, что между вами происходит во время внутреннего очищения. Это как минимум. Второе. Если человек ценит любовь, если человек ценит эти феноменальные отношения, единство, то он будет проходить через внутреннее очищение. То есть для него это не будет являться таким, знаете, совершенно обескураживающим фактором. Это для него будет просто как вызов, который он примет и пройдет через это, тем более, если это мужчина. Но ваш вопрос, он о другом. Как оставаться в потоке любви, если этот человек уже отказался и вы испытываете огромную боль? Вы знаете, на самом деле словами определить это очень трудно. Но можно рассказать несколько примеров, как это происходит. Давайте я вам расскажу пример, который был описан одной женщиной, это было несколько месяцев назад. Ситуация была следующая. Женщина встречает свою родную душу, у них все эти прекрасные феноменальные отношения, единство, любовь невероятная и так далее. Но начинается вот этот этап внутреннего очищения, и происходит следующее. Женщина по жизни, она очень активная, она занималась бизнесом, она весь дом тянула на себе, всегда решения принимала она, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мужчину это категорически не интересовало. И мужчина сказал, что нет, извини, я в таком стиле продолжать наше общение я не буду. И они расстались на несколько месяцев. Так вот, что женщина описывает дальше. Это как раз будет ответ на ваш вопрос. Она сказала, что она была вынуждена практически отпустить весь бизнес. Она была просто физически не в состоянии уже ничего вести. Она была не то чтобы разбита, а вот просто какая-то невероятная апатия настала. И ко всему к этому, ко внешнему бизнесу, к управлению и так далее. И появился громадный интерес к внутреннему развитию. Что она делала? Она целыми днями лежала на диване и читала книги по духовности и так далее. Просто вот так лежала и читала книги несколько месяцев. Все домашние так восприняли, что заболела. Человек заболел. Ну, заболел, дай Бог, чтобы выздоровел. Вот она этим пользовалась, как бы тем, что думает, что вот она болеет, и просто занималась собой. У нее происходили очень мощные внутренние процессы, в результате которых произошла внутренняя трансформация. У нее внутри что-то очень сильно щелкнуло, и она внутренне, не умом, а внутренне поняла, что ей не нужно ни управление, что ей не нужно командование, не нужна ответственность,
что она на самом деле женщина. И вот дальше внимание, самое главное. И что для нее самое главное – любовь. Вот это ответ на ваш вопрос. После этого вот это внутреннее просто осознавание, внутреннее переживание. После этого еще некоторое время, несколько недель, она пребывала просто в состоянии любви. Вот просто она как бы была в этом потоке, она в нем пребывала, купалась, блаженствовала, и больше ничего. У нее больше не стало такой резкой необходимости встречи с этим человеком, с этим мужчиной. Но когда он вдруг появился, и они как-то совершенно случайно списались в интернете, он ее пригласил в кино или куда-то еще, вот я там точно не помню, ну неважно, куда-то он ее пригласил, она так достаточно спокойно сказала: да, хорошо, давай встретимся. То есть, понимаете, она в своей любви стала свободной, вот благодаря тому, что претерпела вот эту трансформацию внутреннюю. Она ее претерпела, потому что она выбрала любовь. Словами это выразить, ну, чрезвычайно трудно. Это просто опыт. И после того, как они встретились, они вновь опять почувствовали все эти потоки, которые их соединяют, вновь почувствовали это единство, и дальше они пошли по жизни вместе. Дальнейшее продолжение нам пока неизвестно, этой истории, но женщина отдала свой бизнес мужу, по-моему, официально развелась она, да, то есть она ушла из бизнеса, и они стали жить со своей родной душой, дальше восстанавливать свои отношения. И обращаю ваше внимание, после того, как она в одиночестве прошла вот этот мощнейший опыт трансформации, понимаете? Поэтому сейчас у вас примерно такой же этап, примерно, конечно же, не один в один. Я просто привел пример. Когда у вас есть эта ситуация, когда вы наедине с собой можете пройти этот тяжелейший внутренний этап. Ну, тут все не так однозначно, конечно. То есть тот, кто проходит внутреннее очищение и уже сталкивается с этим, он понимает, о чем, да, речь. И пребывание в потоке любви — это не значит, что вы постоянно порхаете, летаете. Да, вот эта боль, которая у вас есть, она будет все время, пока она не уйдет, да, пока не очистятся ваши низкие привязки и эго-программы. И самое главное, когда вы остаетесь в своем сердце со своей любовью и чувствуете присутствие своей родной души, вот здесь у себя внутри, вот в этом центре, да, в сердечном нашем. Самое главное, даже когда оно болит и когда выворачивает, грубо говоря, а так и есть, осознавать, что болит у вас не любовь, а болит то, что мешает этой любви. И просто, наблюдая за этим, вы продолжаете двигаться дальше своей любовью, в своем сердце. И уже не привязывайтесь к тому, что с вами он или не с вами. Но это то, что ты говорил, только вот я немного упростила. Ну, мы говорим об этом очень много раз и говорим об этом под разным углом зрения. С одной стороны, как бы сверху, сбоку, снизу, слева, справа, как-то еще, чтобы по-разному осветить один и тот же момент. Это пребывание в потоке своей любви. Даже когда больно. Болит не любовь, а болит эго. Если вы сможете оставаться в потоке любви, вы просто со стороны увидите свою боль. Вы почувствуете ее не везде у себя внутри, а почувствуете как будто бы со стороны. Будет болеть тело, будет болеть душа, но вы будете на это смотреть со стороны. И вот когда вы займете эту позицию, наблюдения со стороны, вы почувствуете, как эта боль будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. При одном условии, очень важном условии, если вы остаетесь в потоке любви. Как оставаться в потоке любви? Вы должны сказать волшебную мантру, очень короткую. Эта мантра звучит так: пусть. Пусть будет все, что будет, но я остаюсь со своей любовью. Я все равно люблю. Очень простая мантра. И вы увидите, это я вам совершенно серьезно, без всяких шуток говорю, это волшебная мантра, которая совершит обязательно чудо. Я подтверждаю. Это работает.
Это работает. Большое спасибо, вам буду стараться. Удачи. А вам удачи и преданности своей любви, и все получится. Если даже вы встречаете родную душу и остаетесь в одиночестве, это очень ценно. Это имеет громадную ценность для вас. Не думайте книжными фразами, когда вы читаете в книгах, что это опыт, что это еще что-то. Не думайте книжными фразами, не думайте головой. Обратитесь к своему сердцу. И не старайтесь себя, знаете, как бы заговорить какими-то аффирмациями, типа все будет хорошо, так оно должно и быть, или там Господу виднее и так далее. Это, конечно, все верные слова, но это только слова, а все это нужно пережить у себя в сердце. Вот когда в сердце вы это переживете, тогда все это и сработает. Что действительно Бог нам выдает те ситуации, которые нам необходимы. Судьба нам подбрасывает те обстоятельства, которые нам наиболее, для нас наиболее благотворны, как бы это казалось, возможно, не парадоксально, да? Безответная любовь, одиночество, тем не менее, это часто для нас очень благотворно и просто необходимо. Так вот, когда все это вы найдете в своем сердце, тогда все это заработает и сработает. И тогда вы узнаете источник любви, что любовь есть сама по себе, просто сама по себе. Ни от чего, ни от кого, никогда она не зависела и не зависит. Это просто поток энергии. Когда вы у себя в сердце, в своей душе эту истину раскроете, тогда вы станете свободными. И когда вы станете свободными и сохраните свою любовь, у вас будет состояние любовь и свобода. Тогда в вашу жизнь хлынет любовь потоком. Тогда придут в нее люди, события, обстоятельства, которые будут нести вам эту любовь. Вы обязательно встретите свою любовь. Вот на этом нам нужно завершить сегодняшнюю встречу, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Вы можете включать микрофон и голосом задать вопрос, либо можете написать в чате. Просто зрители не имеют такой возможности, только те, кто в интерактиве. Марина написала: Андрей, я все поняла. Это продолжение нашего вчерашнего разговора. Благодарю. Да. Саня Солнце, благодарю. Теперь я свободна и счастлива от этого факта. Теперь эту свободу и любовь нужно открыть у себя внутри, и тогда жизнь кардинальным образом изменится. Вы знаете, вот на этой встрече я не стал касаться такого вопроса, как подробного объяснения того, подробного рассказа о том, что будет происходить, когда в вашу жизнь начнут приходить эти люди, ваши родные души. То есть родных душ может быть много. И когда у вас откроется сердце и будет состояние любови и свободы, то они начнут приходить не один, не два, не 5, и, возможно, не 10. То есть их будет достаточно много, этих людей. И ваша жизнь будет вообще окружена любовью. Хотела бы дополнить: люблю именно этого человека и не могу себе представить себя с кем-то другим. Не могу представить, что наша встреча — подготовка для чего-то другого. А что можно сказать себе именно в этот момент, как понять его решение? Для меня тяжело именно это, принять это внутри, сказать себе, как вы сказали, пусть. Это очень тяжело. Это очень тяжело и одновременно очень просто. Вообще, если говорить о тяжести, то нужно сказать, что это невозможно сделать. Вам нужно сделать невозможное. И если вы это скажете искренне от души, то вы почувствуете, как будто вы шагнули в бездну. Вот в этом трудность.
Духовная практика, истинная духовная практика всегда сопряжена с тем, что вы делаете очень серьезные шаги вперед. А встреча с родной душой – это всегда духовная практика. Но я, конечно же, вас понимаю. То, что вы написали, что это единственный ваш мужчина, я вас понимаю. Я больше понимаю. Да, это так. Но, понимаете, если идти другим путем, то, поверьте, все равно вы придете к тому же самому. Воссоединение родных душ возможно только в состоянии, которое называется любовь и свобода. Это не мы придумали. Это уже давно известно много тысяч лет. Ну, как минимум около 5000 лет назад это было уже известно. Как минимум. Посмотрите карты Таро, 6-й аркан. Это вот как раз поток любви, поток родных душ. Там мужчина и женщина стоят, между ними пространство. Они свободны. Там любовь и свобода. И посмотрите 15-й аркан. Вот там мужчина и женщина связаны дьявольской цепью. Это зависимость. Если вы встретили свою родную душу, то это божественная связь. Там не может быть дьявола, там не может быть зависимости. В божественном зависимости нет. Божественное – это любовь и свобода. Вот, но это уже немножечко другая тема. Это уже просто как ответ на вопрос. Галина написала: благодарю. Главное теперь держать себя в потоке любви. Да, но это сделать достаточно легко. Потому что это невероятно приятно. Когда вы находите свою любовь, вы совершенно четко знаете, что ничего лучше в вашей жизни никогда не было. Это самое лучшее, что вы могли найти в своей жизни. Вы знаете, вот даже люди, которые прожили уже много лет, так скажем, да, вот мы общаемся, там уже 6-й десяток, то есть много всего вам повидали, и говорят, что ничего лучшего в жизни никогда не было. И кроме благодарности ничего не остается от такой встречи. Ну что ж, вот на этом мы теперь уже точно завершаем. Мы благодарим вас за участие, за активное участие, за ваши вопросы, за ваши комментарии. Дмитрий. Да. Благодарим вас за ваше участие и хотим еще от себя добавить, что если у вас есть какие-то предложения по поводу других тем, касаемых родных душ, вы можете писать нам в службу поддержки, и мы обязательно и ответим на ваши вопросы. И, возможно, одна из следующих встреч будет посвящена той теме, которую хотите осветить вы, чтобы мы осветили. У нас в движении предлагайте свои темы. Есть специальный раздел, там как раз вы можете предлагать свои темы видеовстреч, которые бы вы хотели услышать вопросы. Вот в движении «Родные души» там есть специальный раздел обсуждений. Так что предлагайте там, пишите, да. А мы уже постараемся все это осветить. Еще раз благодарим вас. Спасибо. И всего доброго. До свидания. До свидания.